Привет! Вы на канале Need for Travel. Нам очень приятно, что вы смотрите наши видео о велопоходе по Азии. Ну как велопоходе? Мы поняли, что Китай далеко не самая удобная страна для велопохода. После множества проблем китайской глубинки мы решили перемещаться между крупными городами Китая уже на поездах или автобусах, а на велосипедах кататься только локально. По-другому за отведенный месяц мы просто не успели бы посмотреть даже ту маленькую часть Китая, которую запланировали. Так что в прошлом видео вы увидели, как мы получили велосипеды на железнодорожном вокзале и отправились исследовать Чунцин. Ссылочка есть в описании. В этом видео мы отправимся к небесным вратам, но, как вы понимаете, к небесным вратам международные автобусы не ходят. Не-не-не, этот способ не подходит. По-русски название этого города сложно произнести. Оно очень длинное и труднопроизносимое. Что-то вроде Джан-Джа-Дзе. Поэтому мы решили произносить это название на китайский манер Джан-Джа-Дже. И переводится оно как родина семейства Джан. Именно ради этого города мы приехали в эту часть Китая. На велосипедах из Чунциня мы сюда ехать не рискнули. По горным дорогам мы бы добирались, наверное, целую неделю. Ого, почему? Потому что это автобусу можно было ехать по туннелям, а на велосипедах нас сюда бы просто не пустили, и нам бы пришлось объезжать по серпантинам. Это ты просто все проспал. Чего проспал сразу? Я медитировал. И вообще, мне показалось, в Боснии и Герцеговине гораздо больше туннелей было. На Балканах было, конечно, много туннелей, но они там были коротенькие, метров по 700. Самый длинный в Албании был чуть больше 2 километров, а тут мы ехали по одному только туннелю минут 20. Ух. Зато теперь мы знаем, что не нужно доплачивать за велосипеды в китайских автобусах, как это было в Таиланде или Мьянме. Ну да ладно, вы, наверное, уже ждете, не дождетесь, когда мы пойдем на гору. Мы приехали в город Чжанчжэнь, приехали еще вчера, поздно вечером. По китайским меркам это маленький город, но сюда едет много туристов. Мы еще столько туристов не видели, сколько мы вчера даже увидели, человек аж 10 на вокзале. Мы сюда приехали, потому что здесь очень красиво. Мы отправляемся на гору Тиамен, которая высотой 1500 метров. Мы надеемся туда попасть как можно скорее, потому что мы уже увидели огромную очередь на канатку, и сейчас мы идем покупать билет. Первое, что мы увидели еще с автовокзала Джан-Джа-Дже, это канатка. Поэтому решили, что прокатимся на ней. Мы даже не могли подумать, что билеты на канатку нужно было покупать заранее. У этой женщины специальный переводчик, она туда говорит, и эта штучка переводит. Существует 3 способа подняться на гору Тиамэнь. A – это туда на канатке, обратно на автобусе. B – туда на автобусе, обратно на канатке. И C – это туда, обратно на автобусе. Мы хотели подняться туда на канатке, обратно на автобусе, то есть вариант A, но билетов на A и B не было. Был вариант только на автобусе, без канатки. На канатку билеты уже распроданы. Нам ничего не оставалось, как просто купить билеты на автобус. Вот так вот они выглядят. В общем, они отличаются только буквой, которая здесь написана. Это говорится, что в канатку мы не попадем, поэтому мы идем на автобус. Наверняка еще придется стоять в очереди там. Небесные врата оказались первым местом, где мы осознали, что такое туристический сезон в Китае. Очереди в Китае при нас довольно быстро рассасывались. Кстати, совет. Если будете покупать билеты в онлайне заранее, то билеты будут в наличии и, возможно, даже дешевле. Но возможен один недостаток. Если вы билет уже купили, а погода плохая, то придется идти. Мы же, как правило, билеты заранее не покупаем, потому что наши планы обычно зависят от сторонних факторов. Нас куда-то привезли. Наверное, надо тут на другой автобус пересесть. Это место считается порталом в небо, поэтому очень многие туда хотят попасть.
Автобусы тут ходят просто почти постоянно, как в метро, потому что людей очень много. И паспорт опять надо. Еще одни ворота. Вы что, издеваетесь? Это уже 4. А такие кадры могли бы получиться. К счастью, тогда у нас и не было дрона. Но мы все равно попали под подозрение охранников. Говорят, там рядом где-то военная база. О горе Тяньмэнь я раньше слышала от своих друзей и знакомых, которые были в Китае, но ощутить всю эту мощь и красоту этого места по фотографиям в соцсетях просто невозможно. Поэтому просто поверьте, что если у вас будет возможность попасть в Китай, то обязательно съездите к горе Тяньмэнь. Дорога оказалась крутой во всех смыслах слова. Обрывы вперемешку с 99 поворотами. Чтобы вписаться в один из поворотов, водителям приходилось разворачивать автобус на целых 360 градусов. Тот еще аттракцион для туристов. Если говорить языком геологов, то это пещера, ширина которой 30 метров. И это самая высоко расположенная пещера данного типа в мире. Сюда, на нижнюю станцию, к воротам, ушел почти час. А сейчас мы пойдем и преодолеем эти 999 ступенек. Вообще есть два способа туда подняться. Можно своими ножками, а можно на эскалаторе. Чтобы подняться на эскалаторе, нужно дополнительно заплатить и выждать очередь. Но путь на лифте для ленивых. Я уже было собрался идти к лифту, но потом посмотрел на Олю и понял, что я не из ленивых. Устают практически в самом начале, держатся за поручни, уже ползут, но мы пока еще держимся бодрячком. Ты их что, считала? Да, я считала, но я 2 раза где-то сбилась, и потом уже было бесполезно считать, поэтому информация, что там 999 ступенек, подтверждена только источниками в интернете. Ну вообще ступеньки достаточно неудобные, они узкие, с моим размером ноги было не очень комфортно идти. Я думаю, в дождь они вообще скользкие. Я не представляю, как там в 2017 году Хо Пин Тун заехал на своем рейндж-ровере. Там угол 45 градусов. В 2011 году Джефф Корлис пролетел сквозь врата, выпрыгнув прямо из вертолета, а Лига Винсюта провела там первые и вторые чемпионаты мира по бейсджампингу. Давай расскажем, куда еще мы ходили, а то зрители подумают, что мы $36 заплатили, чтобы на дырку посмотреть в скале. Ну да, после фото с небесными вратами нас ждали 7 бесконечных эскалаторов. Это было прям очень долго. Вот это китайцы любят развивать инфраструктуру даже внутри скал. Зато так мы быстро набрали 500 метров. Уши до сих пор заложены, эти люди уже спускаются вниз, а мы отправляемся смотреть храм и тропы над обрывами. Судя по количеству троп на карте, выходить нужно было раньше. Слава богу, они в основном все круговые, и мы не успели только на одну тропу к храму. Обычными линиями показывают
не обычные тропы, а пунктирными линиями тропы над обрывами, которые считаются якобы опасными. А вот этими оранжевыми пунктирами показаны тропы над обрывами, еще и со стеклянным полом. Мы отправились по восточному пути, все было цивилизовано, везде таблички, огороженные дорожки и, конечно же, толпы людей повсюду. Это отдельная касса на стеклянный мост вдоль горы. Тоже надо купить билеты. Время от времени были настоящие испытания для тех, кто боится высоты. Если купить отдельный билет за 5 юаней, то можно пройтись по настоящему стеклянному полу, и под тобой аж целых 1,5 километра высоты. Как человек, который с опаской относится к высоте и прогулкам по мостам, я скажу, что я не испытывала ни капли страха от того, что стояла на стеклянном полу. Намного больше адреналина вызывал сам обрыв, особенно в те моменты, когда никого не было вокруг. Мы куда-то зашли, где почти нет китайцев. Фантастика какая-то. Атмосфера становится мистической, главное, чтобы не пошел дождь. Это ж через ту дыру туча зашла. Бомба просто. Эта тропа в основном проходит над обрывом на высоте около 1400 метров. И ее можно обойти, ну я не знаю, часа за 3 примерно. Мы вот уже около 2 часов ходим. Нам повезло с погодой, что дождь был около получаса. Остальное время солнечно, облачно немного, но очень красиво. Если взрослые китайцы любят фотографироваться с людьми европейской внешности, то что там уж говорить о детях. Так как европейцев на горе Тяньмэнь оказалось очень мало по сравнению с азиатами, то девочка не могла себя сдержать, чтобы не подойти и не попросить с нами сфотографироваться. Поэтому они с семьей за нами ходили минут 10, вспоминая, как будет на английском фраза «Can I take a photo with you?» А вот и канатка, на которой нам не достались билеты. Уже потом мы узнали, что она поднимает людей на высоту 1279 метров и считается самой длинной пассажирской канатной дорогой в высокогорье с 2005 года, когда ее построили. А, не только вьетнамцы хотят выделиться длиной своей канатки. Подожди, ну на Фукоке ж уже была самая длинная канатка. Ты прав, на Фукоке была длиннее, она длиной почти 8 километров. Но та самая длинная беспересадочная канатная дорога в мире, а это самая длинная пассажирская высокогорная дорога. Угол подъема ее, кстати, аж 37 градусов. То есть вот оно в чем. Давайте сделаем кучу категорий и будем назначать самые длинные. Ну да, понятно. так и получается. Не забудьте взять что-то из одежды, потому что мы недостаточно взяли теплых вещей, и мне даже пришлось прыгать, чтобы согреться. Сейчас 7:30 вечера, и мы уже спустились с вершины горы до ворот в небеса, той достопримечательности, с которой мы начали осмотр этой местности вообще, уже вот закат, и на закате тоже классно смотрится. Большинство людей уже спускаются, потому что уже, в общем-то, скоро будут нас и выгонять, скоро уже будет последний автобус. Что-то мы еще забыли сказать. В прошлом видео ты задавала вопрос нашим зрителям, фанатом какой китайской фирмы являлся наш хост в Чунцине. Пора это сказать сейчас.
Да, точно, я вспомнила. Так вот, оказалось, что полквартиры у него в фирме Xiaomi. У него там и мыльница даже, и несколько веб-камер, чтобы смотреть за собаками, и, конечно же, телефоны. Так что 3 наши подписчика оказались правы. Мы вас поздравляем! Кстати, оказалось, что китайцы произносят не Xiaomi, а Xiaomi, что в переводе, в дословном переводе, значит «маленький рис». Представляете, называть фирму техники «маленький рис». Да, это все равно, что в странах СНГ назвать фирму техники «булочка». Аппетитно звучит. Только не подумайте, что это реклама, а то было бы странно начать рекламу с сюжетом о том, как сломался дверной замок этой фирмы. Кстати, какой будет вопрос следующий для наших зрителей? Когда мы только приехали в Джэньчжэнь, мы 2 или даже 3 часа не могли заселиться в отель. Но не по тем причинам, о которых мы уже говорили в прошлых видео. Так что сейчас попробуйте угадать причину и напишите ее в комментариях. А правильный ответ мы скажем вам в следующем видео о велопоходе по Китаю. А пока некоторые из вас подписываются на наш канал, я вас обрадую, что в следующем видео наконец-то мы попадем в то место, ради которого ехали в этот район Китая. Те самые скалы, которые стали прототипом планеты Пандоры из фильма «Аватар». Если тебе хоть чуточку понравились небесные врата, которые мы тебе показывали, то ставь лайк этому видео. И пиши свои догадки в комментариях. До встречи на Пандоре! Привет, вы наш... Это для Дувы. Как Джан, Цзя, Дзе. В общем... Он лучше знает. А здесь мы по туннелю ехали минут 20. Ого! Что, еще дождь, что ли? На велосипедах? А, дождь пошел. Почему? Потому что это мы по трассе поехали. Мне показалось, что большую часть времени мы ехали внутри туннеля или по мостам. На Range Rover заехал Hoping Tune. Можешь показать. Да, то так непонятно, я должен показать. Блин, вот так вот ехал. Твердо что ли, зачем? Ты что, их считала? Считала, но спирос... Спилась! Я особенно с моим размером ноги. Что ты показываешь? Ласту показала. О чем это я? Да? Сейчас возбудишь попугайчика. И что-то мы еще забыли сказать. Давай еще раз. Ну, это вроде хорошо, но фраза кровненькая, ее можно еще несколько раз сказать.